Здравствуйте, друзья! Посмотрите, какой красивый браслет я сегодня для вас приготовила. Поистине ювелирное украшение получилось. Мне очень-очень оно нравится. Это то украшение, которое я буду с удовольствием носить. И самое приятное в этом браслете, что собирается он очень легко. И элементы, то есть цепочки, из которых сделан этот браслет, плетутся тоже очень и очень легко. В итоге получается вот такое замечательное украшение. Если у вас будет желание, можно сделать и украшение на шею. Вот такое вот. Когда-то в далекой молодости у меня было наподобие украшения такое на шею, но оно было не из бисера, а из различных металлических цепочек. Также таким плетением можно сплести вот колечко, ну и какие-нибудь другие украшения. Ну и давайте я вам сейчас расскажу, как можно сделать такое замечательное украшение. Ну и для того, чтобы сделать такое украшение, нам нужно предварительно сделать цепочки. Вот я сделала 3 цепочки. Золотую, черную и серебряную. Цепочка эта плетется настолько просто, настолько быстро, что и плетение доставляет такое удовольствие, что не хочется останавливаться. Ну, давайте я расскажу, из чего сделаны эти цепочки. Вот это серебряная цепочка. Я ее плела из вот такого вот бисера. Бисер чешский прециоза 18131. Все 3 цепочки я плела разными видами ниток. Вот эту серебряную я плела просто вот на такой вот толстой обычной нейлоновой нити. Это очень хорошая толстая нить, которая практически не рвется. Это было в виде эксперимента. Я решила попробовать, действительно разные виды ниток. Золотую цепочку я плела вот этой вот толстой мононитью. И посмотрите, что эта цепочка, такая как бы более грубая, более жесткая. Серебряная цепочка помягче. А черная цепочка, вот, она у меня плелась на бисерной нити, вот на этой. Очень тоненькая, прочная нить. И посмотрите, эта черная цепочка получилась, просто мягкая. Вот такая вот гибкая, тоненькая и очень красивая. Золотая цепочка, бисер я использовала 18184. Ну, а черная, уже так давно у меня этот бисер, что, видите, стерлось даже его обозначение. Ну, в принципе, подойдет любой черный бисер. Еще я сплела вот такое вот колечко. Здесь я использовала бисер Тоха номер 993. И это бисер номер 11. Посмотрите, цепочка, конечно, очень хорошо, чтобы бисер был ровненький и аккуратный. Вот в черной цепочке бисер немножко хромает. Где-то бисеринка есть более толстенькая, более худая. Золотой бисер более-менее ровный. Цепочка получилась идеальная. Ну и серебряный тоже так. Нужно калибровать бисерины. Вот, допустим, бисер Тоха, получается идеальное плетение, смотрится ровненько и красиво. Ну и для того, чтобы нам создать украшение, нужно 3 цепочки соединить вместе. Вот, последнюю цепочку я делала черную, и ниточку при окончании я не обрезала. Этой ниточкой мы и будем сшивать наши цепочки. Золотую цепочку я предполагаю поставить в серединке. Прямо вот так вот, видите, по бисеринам иду.
Вот, 2 уже соединилось. И теперь серебряная. Сшиваю я не так уже, чтобы очень-очень плотно. Я буду здесь сейчас одевать наконечник, поэтому, ну вот, основное я сделала. По поводу наконечника у меня тут возник вопрос. Или сделать серебро, или сделать вот такую вот золотую. Ну, мне кажется, золото, наверное, смотрится немножко лучше. Вот так вот я закрепила наши цепочки. Чтобы мне было удобнее работать, я здесь приколола булавочку и прикрепила наш замочек к столу. Можно приклеить скотчем. Ну и начинаем плести косичку. Плетем так, чтобы не перекручивались цепочки. И после того, как я доплела цепочки до конца, их нужно сшить. Это, в принципе, не обязательно. Если вы отличаетесь большой ловкостью рук и сможете эти цепочки законцевать без сшивания, то этот этап можно пропустить. Но у меня так не получается. Ну вот, я цепочки сшила. И теперь я одеваю наконечник. Теперь немножко нужно поработать так, чтобы сделать, чтобы браслет, ну, была косичка сплетена равномерно. «18 сантиметров» это, ну вот, осталось прикрепить застежку. Ну вот и все, застежку я прикрепила. Вот такая вот застежка у меня. Такую застежку очень удобно самому застегивать. И еще удобнее самому расстегивать. Ну вот такой вот у меня получился браслетик. Ну и каким же образом плетется эта волшебная цепочка? Такая цепочка выглядит, как будто она сплетена кирпичным плетением. То есть бисерины стоят не друг против друга, а немножко со сдвигом, как кирпичной кладки. То есть половинка одной бисерины захватывает краешек второй бисеринки. Но если сравнивать, как сплести цепочку классическим кирпичным плетением и как сплести вот эту цепочку, то, ну, в десятки раз эта цепочка плетется легче, а выглядит, ну, не то что не хуже, а может быть даже и лучше. Итак, в этой цепочке самое сложное – это начать. Если вы будете плести колечко, то мой такой вам совет. Начинать нужно вот так. Набираем 3 бисерины.
Набираем 3 бисерины. И заходим в ту бисерину, из которой выходит нитка. Вот кончик, за который я сейчас держусь. Вот так. И при плетении колечка лучше всего вот этот кончик никак не прикреплять, а просто продолжать плести. И так как колечко, цепочка не длинная, то вы вот держите за этот кончик, потом, когда придет время закольцевать, вы закольцевали и подвязали. Ну, а можно еще вот таким вот образом сделать. 2 бисерины набрали. И зашли. Вот моя иголка выходит отсюда, заходим вот так. Делаем так, чтобы наши 2 бисеринки стали дырочками вверх. Заходим сюда и завязываем здесь узелочек. Все. Ну и смотрите, вот получается таким образом, что наша ниточка находится вот так посерединке между 2 бисеринами. Узелочек наш находится вот здесь. Давайте для верности еще один завяжем, чтобы не распутывалось. Вот так. Теперь мы одеваем 2 бисерины. Смотрите, 2 бисерины одели и заходим в одну из бисерин, которых мы набрали раньше. Ну вот и все, наше начало положено. И теперь просто, как мы плетем? Тут я говорю очень-очень просто, очень-очень быстро. Каждый раз набираем 1 бисерину, и смотрите, нитка выходит на меня. Я набрала 1 бисерину и захожу в верхний ряд. Набрала еще 1. Нитка выходит вверх. Я захожу так, чтобы сделать вниз. И плетете, плетете и плетете до такой длины, до которой вам нужно. Главное вовремя остановиться, потому что это очень увлекательно. Держаться удобнее всего именно за 2 последние бисерины, когда вы плетете. Если вдруг у вас вот здесь вот будет расходиться нитка, то просто-напросто возьмите и потяните нитку в ту сторону, где у вас начало цепочки. Вот так. Набираем. Дальше пошли. Как я сказала, очень удобно держаться именно за 2 бисерины вот эти вот. Видите, нитка не хочет тут типа большое расстояние получить. Взял, чуть-чуть натянул в начало цепочки. Следующую бисерину. Плетется почти вслепую. Я сплела цепочки для браслета очень быстро. Вот так, смотрите. Можете даже не смотреть то, что у вас там получается. Единственное, что, чтобы не было больших расстояний, ниточку все время подтягиваете сюда, к началу цепочки. Вот так.
Вот так, смотрите. Буквально несколько минут прошло, а у меня вот уже какая цепочка. Таким образом, очень удобно плести дужки для колечек, цепочки для различных украшений. То, что она сейчас кривая, это не страшно. После того, как вы цепочку сплетете, ее просто нужно вот так сделать, и она становится идеально ровненькой. Вот так, смотрите. Все просто. Одну бисерину вверх. Одну бисерину вниз. И таким образом вверх-вниз получается длинная, ровная, красивая цепочка. На этом, друзья мои, делайте украшения, получайте удовольствие. Всего вам доброго, будьте здоровы, до свидания.